Привет, друзья! Нет, не переживайте, это не дроны, это спортивные легкие летательные аппараты. Мото Дельтаплан. Желаю всем, чтобы в чистом небе летали только такие самолетики. Они летают все время над этим домом. Ну и сегодня у нас супер бригада. Мой сын с другом. И я решил по максимуму ускорить хоть чуть-чуть работу. Убрал мусор. Дальше продолжаю ремонтировать ванную комнату. Юра мне помогает снаружи долбать дырку эту, которую я не успел додолбать. Принес я уже новый инструмент. Насчет инструмента вам скажу. Меня часто спрашивают, а что у тебя не это, а что у тебя не то. Ну, потому что я же не занимаюсь постоянно одной какой-то работой, чтобы запастись инструментом. Я универсал, мне надо всего понемногу, а влаживать огромные деньги в инструмент тоже непросто. Тем более, что я же здесь весь инструмент оставляю. Я каждый раз рискую, что кто-то сюда залезет, да и меня еще и ограбит. Ну и напомню, что я в основном работал на кого-то, то есть они меня обеспечивали инструментом, поэтому у меня есть такой минимум, мне его пока достаточно. Да и хранить его особо негде. Ну и если вам это все важно, так там красивая одежда, новенькие шуруповерты и все остальное, вон там, смотрите, школу ремонта, они там все как красавчики ходят. А у меня все по-простому, все так как есть, все как в жизни. Ну, в общем, не очень не хочется все объяснять, чем я тут занимаюсь. Кто не смотрел предыдущее видео, посмотрите, ну и все поймете. Ну, вкратце скажу, что мне надо установить ванну, я делаю новый слив, устраняю проблемы, которые я нашел под полом. Юра, я сейчас дам тебе метр. Ну и многие, знаю, смотрят меня без подписки. Ну, поддержите уж канал, вам-то не сложно, а мне немного будет плюс для продвижения. За лайки тоже премного благодарен. Ну, до поворота. Сейчас. До поворота. Сейчас, подожди, я курву возьму какую-то, покажу, чтобы ты видел. Вот, смотри. Какую-то ленту, чтобы она направила потом в сторону туда его. Вот, да. И вот ты до этого места отмеряешь, чтобы я отрезал трубу. Что? Убери этот... А, ты себе оставил. Что там получается? Нормально? Да. Он засунул. Ты уже не смазал? Не, еще ничего не смазал. Ну, оно что-то слишком... А, ну можно и чуть-чуть. Можно там еще одну. Можно и чуть-чуть сюда, но ничего, блин. Либо я обрежу еще. Вот так вот лучше, надо обрезать чуть-чуть. Не, ну так подожди, ну вот все равно прямо идет. Значит, что, давай еще одну курву, что ли? Ну, можно Подожди. сюда и потом еще курву. А ну Можешь вот тут это, её вот это сделать. пойдет? Можешь ее тут так сделать. В общем, мелочевки здесь полно, как всегда. Все закисшее, все старое. Мы с Марьяном и так уже один день потратили, когда джакузи выкидывали, тут срезали всякие крючки, краны ставили. Сейчас надо подремонтировать эту трубу.
Легче было бы, да, купить новый, поставить его пониже и не мучиться с этим. Но опять же, видите, наверху подвод воды, мне его надо опускать вниз, это все равно будет дополнительная работа. Ну, попробую, посмотрю, что там. Ну и здесь биде, унитаз и этот бачок, они одной фирмы, как бы у них один рисунок. Да, знаю, что сейчас скажут, легче все было снять, поменять, легче, но все равно же дороже. Я пытаюсь сделать по минимуму, напоминаю. И еще скажу, что таким способом мало кто хочет делать ремонт. Не любят рабочие вот так вот кусками играться. Кстати, интересная вещь вот с газовой бомбулой. Я раньше такого как-то и не знал. Вот эту бомбулу я привез с дому. Видите, какая она? А здесь стояла синяя, я ее нашел, пошел, заправил в ферраменте здесь. И когда я приехал, я говорю, можно заправить бомбулу? Он говорит, да, какая она, типа, какого цвета? Я говорю, синяя, да, хорошо. Но если бы я приехал с такой серой, он бы мне не заправил. Представляете, в каждом районе другие бомбулы, а свои. Я такого раньше не знал, так что имейте в виду на всякий случай. Эти штуки. Этот кусок я вырезал гуайны, хотел посмотреть, что там под ней, и думал, найду трубу, думал, там помягче будет стяжка, но там оказался бетон, и я должен заделать обратно и проведу новую. Чтобы правильно высохли. Да, да. Посмотри, от центра в сторону, чтобы ты не... Также напомню, что перед клейкой любой гуайны надо проходить праймером битуминозу. Я извиняюсь, что итальянскими названиями, я уже не помню, как это все по-русски, мне язык путается. Сегодня приехали на фургоне Юриного друга, я еще по пути материала сюда загрузил, в общем, с дому инструмент привез, фургончик пригодился. Чуть уберусь, наконец-то. Вкратце Пума. Нижние два крана, это было подсоединение к джакузи старое, я их потом уберу, надо какие-то такие хорошие заглушки поставить. Для тех, у кого возникла мысль, а почему не перфоратором? Потому что хочу зубилом. Ну, если серьезно, то иногда просто то ли удобнее, то ли быстрее. Да и надо поддерживать форму, не забывать, как работать и зубилом. Я работал с одним итальянцем, у него весь инструмент Хилти. И он 2 дня долбал зубилом, плитку снимал в ванной. Я говорю, а что ты не возьмешь перфоратор? Он говорит, да он тяжелый, блин. Классно, не? Купить Хилти и работать зубилом. Кстати, этот паяльник мне привезли на заказ с Украины за 30 евро. А здесь я смотрел 70, 100, 130. И скажу вам, я уже часто говорил, что работаем мы всегда с музыкой. На самом деле так-то вроде бы скучно, но я не могу эти все радио включать, сами уже знаете, из-за авторских прав.
Кстати, в установке этих труб и крана есть нюанс. И могут потом не подойти чашки, которые закрывают дырку. Либо далеко, либо мало. Aspetta. Chiudi. Ha chiuso. No, ha chiuso. Ok. Apri? Apro. Sì. C'è sta qualche nido qua. No, sono un po' di spirito. Aperto? Sì. Vabbè. È aperto, eh? Sì. Краны эти я потом сниму, поставлю заглушки. Sta aperto? Взять кусок новый? Другой вальный кусок взять? Зачем? Не знаю. Ты его сверху. Нахуй. Неси так чуть. Ну и закрываю эту, глушу трубу западло, откуда была протечка воды, прям на полдома. Я один боялся. Говорят, что ничего, можно. Вообще еще немного рановато, жара не спала, сжечь такие костры. Еще хотя бы дней 10. Но Юрин друг говорит, давай, ничего страшного. Там бы я что-то как-то так вот все боязно мне было. Хотя у соседа в прошлом году полили, тоже есть целое видео. Не в прошлом году, а в этом. В каком прошлом? Весной ранней. Ну, в летние месяцы костры такие жечь категорически запрещаются.
Так горит хорошо, прям замечательно. Жгли, но веток и сена там хватит еще на один хороший костер на полдня. Ну, не хотели наглеть, потому что Пума говорит, ну, кличка у него такая, что может у кого окна открыть, чтобы не задохнулись там. Ну, это сколько я уже здесь? Полгода работаю. Первый раз Юра, спасибо ему, организовал вот такое барбекю. Купили еще сосисок, там мясо. В общем, классно мы так с аппетитом пообедали. На куче и под балконом еще куча всяких деревяшек было. Ну и спалили тоже. Скажу вам честно, каждый день меня это все мучило. Думаю, надо убраться, надо что-то придумать. Думаю, все потом есть что делать. Ну, сегодня хоть что-то. Еще раз напомню, если будут спрашивать меня вдруг, я никуда не торопился и Света тоже, поэтому не особо мне выгодно постоянно брать сюда рабочих. Вы знаете, если бы у меня сын работал в ресторане, он был бы, неплохим поваром. Наверное, не ту он профессию себе выбрал. Он и дома иногда может стоять несколько часов, там всякие итальянские прибамбасы готовить. Ну, а после обеда я решил еще и душевую кабинку разбомбить. Купил новое зубило. Кто-то мне сказал, выкинь эту пора. Знаете что? Писать и советы давать легко, а вы помогите материально, я себе куплю с удовольствием. Вы же в богатой Швейцарии живете, а я в бедной Италии. Мне надо будет снять всю эту плитку, чтобы обработать хорошо стены. Ну, хочется по возможности кое-что сохранить. Такой плитки я не найду, а она здесь может где-то пригодиться. Там, где было биде, 3 трубы, их тоже надо будет заглушить. Ну, в общем, пока начну, а там видно будет. Убрали сегодня. Сожгли купу мусора. Даже там ветки на куче. Ничего, мне уже это устраивает. Ну а всем зрителям, подписчикам благодарю за просмотр. До новых видео. Всем пока. Удачи, мира и добра.